В 2025 году YouTube может забрать вашу монетизацию, если вы используете искусственный интеллект. Неправильно. Но не паникуйте, сегодня я расскажу вам, как создавать контент с нейросетями, получать миллионы просмотров и при этом не нарушать правила. А еще как наша команда видеомаркетинга поможет вывести ваш канал на новый уровень. Подписывайтесь, ставьте лайки и давайте начнем. Хотите, чтобы ваш канал взлетел до миллиона просмотров? Наша команда видеомаркетинга создаст для вас уникальный контент-план, смонтирует видеоролики, разместит их в соцсетях и обеспечит им мощнейшее продвижение. Даже если у вас нет опыта, наша команда сделает всю работу за вас, чтобы вы сосредоточились на росте своей аудитории. Переходи по ссылке, которую видишь сейчас на экране или же в описании, и читай подробности. Итак, почему контент с помощью искусственного интеллекта может стать проблемой? Нейросети вроде Sora, Midjourney, они обещают, что все, что вы создадите, это ваше. Но не все так просто, и тут есть подвох. Законодательство, в частности США, где, собственно, и находится платформа YouTube, не всегда считает ваш промпт вашим творчеством. Простой ввод текста в нейросеть – это не тот вклад, который защитит вас от потери монетизации. В правилах, как вы видите, четко написано, что промпт-инженерия не является равнозначной творчеству, а вот раскраска, изменение голоса, музыки – это уже приравнивается к творчеству. Большинство нейросетей, будь то платные или же бесплатные, версии оставляют за собой право сублицензировать ваш контент. Это означает, что они могут перепродать или же использовать ваши работы. Например, тот же Midjourney прямо заявляет, что если доход вас или вашей компании будет превышать $1 миллион в год, то права на ваш контент могут перейти им. А это уже риск для тех, кто строит свой бизнес именно на контенте с использованием искусственного интеллекта. Представьте, что вы создали крутой трек в Suno, загрузили его на YouTube, и бац, вашу монетизацию забирают, потому что ваш трек похож уже на чью-то другую мелодию. Почему так происходит? Да потому что нейросети обучаются на огромных базах данных, которые включают в себя уже какой-либо контент, который защищен авторским правом. Вы можете сгенерировать какого-либо персонажа, например, но окажется, что точно такой же персонаж, там, с минимальными даже, возможно, какими-то отличиями, а то и вовсе без них, уже кем-то сгенерирован и уже где-то существует. Возможно, есть неограниченное число запросов, которые вписывают все люди. Людей, конечно же, много, а запросов, соответственно, еще больше. Но в свою очередь задача нейросети сделать так, чтобы ее существование было наиболее эффективным. Гораздо выгоднее не каждый раз обрабатывать новый запрос, а на каждый похожий запрос, например, сгенерируй мне кота какого-нибудь, выдавать плюс-минус одну и ту же картинку. Экономятся просто огромные производственные мощности в таком случае. Ну а если вы не хотите рисковать, тогда наша команда видеомаркетинга поможет вам создать уникальный контент, который пройдет все проверки YouTube. С нами ваши ролики будут не только безопасными, но и привлекут миллионы просмотров. Ну а подробности узнавайте по ссылке в описании. Как же зарабатывать тогда с искусственным интеллектом и не терять монетизацию? Конечно же, во-первых, вам необходимо добавлять свой творческий вклад. Например, вы изначально пишете, создаете мелодию сами, а потом загружаете ее в Suno AI и просто просите ее доработать. Или сфоткайте, например, клевый пейзаж, парк, загрузите его в нейросеть и попросите сделать уникальную картинку на основе вашей фотографии, например, через тот же Stable Diffusion. Второе, это, конечно же, вам необходимо проверять уникальность. Для этого используйте базы данных, таких как FPC или же Aha Music, для того, чтобы убедиться, что ваш трек, допустим, который вы сгенерировали, не нарушает авторские права.
YouTube не против контента, который был сгенерирован при помощи искусственного интеллекта, если он имеет свой творческий вклад. То есть вы можете использовать искусственный интеллект, например, для сценариев, но добавлять что-то уникальное. Также вы можете использовать при всем при этом реальный голос человека, да, пусть даже там как-то чуть где-то обработанный, и монтировать, естественно, например, этот ролик вручную. Такой контент YouTube пропустит, такой контент он любит и не против того, что здесь были использованы какие-то данные искусственного интеллекта. Если вы создаете, например, мультики с помощью искусственного интеллекта, и вдруг ваш персонаж становится мега популярным, тогда в таком случае нейросеть может его продать. То есть, если ваш персонаж, например, точнее мультик, да, с вашим персонажем начнет приносить вам на YouTube, допустим, 30 тысяч долларов, ну, к примеру, да, то будьте уверены, что в 90% случаях придет кто-то, кто скажет, что ваш персонаж очень сильно похож на его персонажа, который был уже ранее сгенерирован. Но покупать будут не у вас, а у нейросети, которая имеет на это право перепродавать контент. А вот что не сработает, так это однотипные ролики. То есть, если, например, вы там генерируете какой-то ролик, там, не знаю, со звуками природы 10 часов подряд, да, и используете одну картинку, а потом вы создаете, например, с этой картинкой такую же мелодию, но чуть-чуть видоизмененную и так далее, и вот так вот меняете по кругу, то YouTube это сочтет просто за спам. Каждый ролик должен иметь уникальную идею. Например, вы можете создать канал с разными видами музыки, но которые все основаны на ваших набросках и с разными визуальными данными. Искусственный интеллект — это, конечно же, мощный инструмент, но без творческого подхода он не принесет вам долгосрочного успеха, и это нужно понимать. С помощью инструментов искусственного интеллекта вам нужно прокачивать свой уникальный контент. Ну а 100% гарантию монетизации вам пока что будут дать только те ролики, которые записаны реальным человеком, без аватара, с реальным сценарием, который реально что-то говорит. И если ваш канал хоть и про одну и ту же тему, но ролики разнообразные, а не просто там обрезанное начало или конец одного и того же ролика, и вы постоянно его заливаете, перезаливаете. Так что изучайте, конечно же, используйте искусственный интеллект, потому что это клевый помощник, однако не забывайте про уникальность и про творчество. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш YouTube канал, вступайте в нашу Telegram группу и пишите в комментариях, что вы думаете по поводу искусственного интеллекта, создаете ли вы уже контент с помощью искусственного интеллекта и интересно ли вам видеть подобные ролики на нашем канале. До новых встреч!